Да, человек должен работать. Но он должен работать в справедливом обществе. Общество глубоко несправедливо. На кого он должен работать? На олигархов? Почему ситуация, что они имеют миллиарды, а другие ничего? И скажите это людям, которые взялись проработать, получили пенсию $100, их выкинули на помойку. Вот реалии. Шон и Майк, исследуя заброшку в Уэльсе, Великобритания, обнаружили заброшенный автомобиль с бревном на крыше. По всей видимости, здесь была раньше какая-то ферма. Судя по гравировке на стене, ферма 1965 года. В 2022 году в гавани Портсмута обнаружили затонувшую рыбацкую лодку. Лодка затонула во время шторма Юнис, обрушившегося на Великобританию. К счастью, место, где затонула лодка, было не слишком глубоким. С помощью команды водолазов и большого крана на барже ее подняли из дна водоема. Кстати, лодка все еще была прикреплена к швартовому бую, который утащила под воду вместе с ней. Спасенная стальная рыбацкая лодка была отправлена на свалку для переработки. Добро пожаловать в капсулу времени. В Канаде парни исследовали заброшенный одинокий дом в лесу. В доме осталось все нажитое вместе с припаркованными автомобилями. Look at this. I mean, this is so cool. Look at that. Что здесь произошло и при каких обстоятельствах все бросили, неизвестно. Oh my gosh. Интересно эти разрушения в доме от времени. Oh. Меня удивляет одно, как за столько лет это все не разворовали. Oh. Oh my gosh. Wow. Oh, this is sick. Oh, that is sick. Oh, oh yeah, look at that. Oh. Nice. Недалеко от Фэрбанкса, Фокс, Аляска, у дороги стоит огромный металлический монстр Леторна VC-22 Snowfage 1950-х годов.
Это наземный поезд, состоящий из локомотива и когда-то из 6 вагонов, общей длиной 84 метра, был разработан для перевозки 150 тонн оборудования, преодолевая реки, снежные заносы и экстремальные температуры. Строительство этого монстра было завершено 17 февраля 1955 года. Он покинул завод в Лонгвью, штат Техас, 16 марта. Локомотив был оснащен двумя дизельными двигателями, каждый из которых имел мощность 400 лошадиных сил. Эти двигатели приводили в действие 24 электродвигателя, по одному на каждое колесо локомотива и прицепных вагонов. Каждый вагон имел длину 12 метров и ширину 4,9 метра. Они перевозили по 30 тонн каждый, что давало общую полезную нагрузку в 150 тонн. В 1956 году во время второго сезона использования у наземного поезда загорелся один из электродвигателей, что привело к пожару, и его отбуксировали на это место, где он по сей день стоит. Дайверы из Мальты. 3 мальтийских острова предлагают уникальные возможности для дайвинга с обилием рифов, пещер и затонувших кораблей, которые являются одними из лучших в Средиземном море. Знаменитая голубая дыра и затонувшее судно Ум-эль-Фаруд являются самыми популярными. Ум-эль-Фаруд был одновинтовым моторным танкером, принадлежащим Ливии. После взрыва газа во время ремонтных работ 3 февраля 1995 года судно было затоплено у берегов Мальты. В Германии парни исследовали кладбище потерянных и забытых автомобилей. По слухам, это была когда-то автомастерская Porsche Chop Shop. Здесь полно автомобилей высокого класса. BMW M5, Mercedes AMG, Porsche, классический Mercedes, Opel и много других авто, и даже небольшой вертолет с комбайном. How did we just walk? You'll be hanging on to it forever. No one buys them. Beautiful. Cool seats. Incredibly beefy. Where? Зачетная 840-я BMW. This is a beautiful car. Past that. Черный бумер, девка очень нравится. Я по райончику возю на черном бумере, ведь у меня черный бумер, он всегда со мной, как быстрый и шальной. Погружение в Средиземное море возле острова Гацо.
СС «Полинезия» – старый пароход, который лежит боком на глубине 65 метров уже более века. Французское пассажирское судно, которое было потоплено торпедой 10 августа 1918 года. А также затонувшие корабли МВ «Карвелла», МТ «Хефестус» и подводная лодка HMS «Стабборн». В Лондоне парень отправился исследовать безумно большую коллекцию, состоящую из 175 классических автомобилей. В 1978 году во время контрабанды наркотиков в США грузовой самолет Пабло Эскобара, загруженный наркотиками, потерпел крушение на полуострове Юкатан. Искатель приключений из Канады нашел этот самолет на Google картах и отправился с другом на это место. Путешествие выдалось долгим и сложным. Самолет застрял глубоко в мангровых зарослях, через которые было трудно пробраться. Погружение к затонувшей военной технике Иордания, город Акаба. Бронетранспортеры, танки, вертолет. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.
А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока. I wanna hear about everything